Здравствуйте, мои дорогие. Самое ближайшее будущее смотрим на этих картах сегодня. Самое ближайшее будущее, да, это действительно то, что вот-вот уже стучится в вашу дверь. Что это? Ну, смотрите, здесь могут показывать как какое-то очень важное событие в вашей жизни. И это событие... Ну-ка, стоп. Ну вот я вижу... Это может постучаться в вашу дверь какой-то человек кармический. Так, ну, опять же, событие может быть не совсем позитивным, кажется. Но при ближайшем рассмотрении там вот что-то в этом есть. Вам необходимо будет как будто бы углубиться в саму суть происходящего события. То есть, ну, это не избежать. Это действительно придется с этим встретиться, да, с этим столкнуться. Неизвестное что-то, да. Но это неизвестное при ближайшем рассмотрении становится понятным. Сложное событие, возможно, кармического какого-то содержания, это что-то из прошлого тянуться. И вот оно сейчас в вашей жизни проявляется. Маски. Ну, мужчину показали какого-то. Ближайшее событие. Я вижу, что тут какой-то человек кармический. Так. Просто так интересно получается. Вот он идет под какой-то маской, под какой-то личиной. Но при ближайшем рассмотрении вы его видите. Но если бы это было все так просто, не было бы этой карты. Эта карта говорит о какой-то сложности, о какой-то ситуации, от которой не избежать. Видите, крыски тут же подъедают вашу уверенность в себе. Какие-то сомнения. Давайте так. Вам совет. Что в ближайшее время вот делать? Любовь. Вам совет, да любовь, говорят. Ну, ключ, совет. Вы видите, какие карты на совет идут в этой ситуации? Любовь. Ответ на вопрос. Забери этот ключ, да, то есть получи ответ на вопрос. И объединение. Попробуй с человеком, который идет к тебе, прийти к согласию. Вообще вот ситуация здесь позитивная или нет? Новая. Это новый человек. Новый, абсолютно новый. Тут какой-то новый человек, новый мужчина идет в вашу жизнь. Это по судьбе. Это не совсем... Ну, я бы так сказала. Можно сказать и кармический. Здесь некоторые карты могут говорить об этом. Маски у нас тут. Очень странно он подходит как-то. К чем он скрыт? Почему маска? Вы можете выбирать. Это идет мужчина в новом образе. Но этого мужчину вы можете знать. Он готов сделать какие-то шаги для заключения с вами мира, согласия, любовных каких-то договоров, каких-то, но это, скорее всего, вы согласуете с ним, потому что у него свое видение ситуации. Какое видение ситуации у него? Развиваться с вами. Полностью развиваться с вами по карте дерева. Этот человек намерен, например, жениться, так жениться, да, делать семью, так делать семью, создавать, вернее. Ключи в ваших руках.
Идет мужчина кармический к вам. Но я вижу, вы как на выборе. Вы не можете определиться. Будет некий момент, который покажет вам, как правильно действовать. Это неожиданное что-то. Непонятное вам сейчас. Допустим, если я сейчас начну рассказывать, но что-то неожиданное должно произойти. Вы очень открытая личность. И этот человек, придя в ваше пространство, опять постарается завоевать в сердце. Либо опять, либо если это новый человек, как я говорила, для многих тут новый человек идет. Но опять какая-то кармическая зацепка, да, кармический какой-то узел. Друг. Мужчина. Мужчина верный друг. Для вас это такой период, для вас это такая ситуация, в которой высшие силы смотрят. Какой мужчина вам нужен? Любовник или друг? Любимый или же человек, который любит? Или то и другое вообще. Смотрите, здесь будет именно то, что вы должны прежде всего быть честной с самой собой и определить, никому не надо показывать ничего. Тут сама себе нужно показать, либо сам себе, чего тебе нужно от жизни. Потому что тут идет мужчина, да, идет мужчина тут 100%. И этот человек будет все-таки принимать участие в вашей жизни, но от вашего то, что вы хотите, от вашего «я хочу от человека то-то и то-то», будет следующий ход событий. То есть тут идет дальше белый лист. Вот. Дальше белый лист, потому что вы должны потом определиться, как и что вы решите для себя. А еще я вижу вот по некоторым моментам, что тут идет как не разбогазарьте эту энергию, а меньше рассказывайте о происходящем другим людям. Дайте время. Это как, ну не знаю, с чем почему-то идет сравнение. Вот вино должно настояться, да, никогда не сравнивала с вином. И чтобы оно было очень-очень крутым, да, оно должно вот выдержку иметь определенную, лучше, чем больше, тем лучше. То здесь такая же ситуация, дайте время. Да, мужчина идет. Все-таки кармически, видите? Но вот эта маска меня смущает. Видите как? Оно почему-то с негативной карты начало. Она не негативная, она какая-то странная, да, эта карта все-таки. Тем более это одна из дополнительных карт в этой колоде. Маска. Здесь какая-то двойственность идет. Он друг. Все, я поняла. Сори. Я поняла. Он идет как друг, но он вас любит. Вы присмотритесь, а он вас любит. Видите как? Раскрыли. Вот она. Одна сторона, а вот вторая. Он друг, но он вас любит. Вы ему нравитесь как женщина. Вы его наполняете. Он закрыт будет, видите? Закрытая книга. Но когда вы присмотритесь, вы увидите эту правду. Кармически сложный момент для вас. Определите, потому что тут у вас какая-то ситуация такая, что вот как вы отнесетесь к этому. Да, только от вас зависит дальнейший ход событий. Вот в этой ситуации. Он как друг идет, но он и любит. Вот такая запутанная ситуация. А ну-ка. Ну, конечно же, вам необходимо решить, что вы будете делать с этим человеком. Но мы давайте посмотрим, этот человек, насколько он достоин. Достоин ли вообще вашего сердца, вашей руки, плети? Достоин ли? Смотрите, плеть крысы. Это что обозначает? Если вот в этом кармическая ситуация, это, наверное, говорят о женщине, которая может очень быстро попасть под влияние мужчины. И, ну вот, что такое плеть, да? Это
она обозначает также не только ссоры, не только выметание, да, из своего пространства, но также некое такое эмоциональное освобождение в процессе интимной близости. И вот здесь крысы рядышком. Это не очень хорошо сказывается в первое время. И вот почему у нас там тогда шла карта времени, да, она говорила о том, что выдержка должна быть какая-то. Ну, вот такой вот. В общем, то, что вижу, то я говорю. Все. В этом ключ. Видите как? Ну, прям золото, а не слова. Сказали мне карты. Все как четко. Вот, смотрите, они вторят буквально сразу же. Все, тут говорить дальше нечего. Я так понимаю, что в этом кармическая ситуация для кого-то, мои дорогие. Может быть, есть какой-то момент, допустим, как ссоры, может быть, или лишнее что-то, на что вы закрываете глаза, а потом с этим остаетесь жить. А сам по себе человек какой? Предприниматель, хитрый, закрытый. Закрытый какой-то все-таки. Закрытый. С ним что-то будет вообще какое-то интересное. Угу. Так. Вот это обозначает более такие легкие и ничего не предвещающие, ничего не обещающие отношения от мужчины. Эта карта, естественно, очень хорошая, но она обозначает также перемены. Если вот в комплексе, я бы так сказала, это человек, который не готов прийти и сказать, там, выходи за меня замуж, и я могу все тебе сделать. Хотя, нет, он может говорить это, да, мы тут смотрели. Оно сделает ли, если, вот видите, как опять дерево идет. Сделает, но тут надо начать с дружбы. Вот это двойственная ситуация. И вести до того момента, пока мужчина все сам не сделает. Ну, не знаю, вот такое есть. То есть тут не надо, вот это вот не надо тянуть замуж насильно и всегда говорить о том, что... говорить, да, вот как сейчас рекомендуют психологи, я слышала. То есть ему прямо в лоб говорить, да, что я хочу замуж, да, вот такое. Здесь не тот вариант. Не, говорить-то можно все. Да. Можно сказать ему, я хочу замуж, а только смотри, и успеешь ли ты. Так, мои дорогие, вот такая интересная вещь. Так, ладно, разобрали эту кармическую штуку. Давайте дальше смотреть. Итак, что еще? Ближайшее событие. Какое-то ближайшее событие. Что у нас тут из ближайших событий? Разговор какой-то будет. Что в разговоре? Может быть, какие-то сплетни. Вот. Тут я вижу, что вам кто-то сплетничает. И что? Дом. И что это обозначает для вас? Ой, прояснение какое-то. Вам на ушко кто-то нашепчет. Тут кто-то передает информацию о человеке каком-то, о событии, о чем-то еще таком вам интересном. Но, как оказалось, вы как знаете, как вам глаза открыли. И вы такая говорите, вот это да. Вот это я как осознание какое-то получила. Это может быть о каком-то человеке. О ком это? О ком это вы узнаете? О человеке, который новый в вашей жизни. Он прошел такой интересный путь, будто бы, ну вот как сам вырвался в люди. Вот. И этот человек, вы видите, как карты ложатся? Ну, давайте, чтобы все рассмотреть в комплексе, и чтобы действительно оно как, знаете, в историю превратить. Этот человек, о котором вы узнаете, вы его увидите с другой стороны. Вам кто-то принесет сплетни. В итоге вы как осознаете, что этот человек невероятно сильная личность, невероятно ответственный какой-то серьезный человек. Возможно, при власти. То есть вы как думали о человеке одно,
да, нашли какую-то информацию, искали, и в итоге нашли другую информацию, и вы понимаете, что это какой-то совсем уж, например, знаменитый какой-то человек, либо имеющий огромную власть в своих руках. Вот. Кто этот человек, почему вы о нем сейчас? Это мужчина. И вы знаете, я по этой карте вижу, что это мужчина, который откроется при вас как благородный человек. Вы раскроете благородство человека. Тут идет как сомнение насчет него, но какая-то сплетня донесет вам. Или разговор, давайте так, разговор донесет вам информацию о том, что человек очень хороший, например, да, либо очень стабильный, либо очень ответственный. В общем, какие-то хорошие, благородные качества он имеет. Что вам-то еще расскажет о нем? Что он одинок, что еще о нем расскажет, что стабильный, такой хороший, нежный, романтичный человек. Вот так. Что там о мужчине будут говорить?